Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать свежую новинку от производителя Deep Models в масштабе 1:43. И мы рассмотрим фургон для перевозки скоропортящихся товаров У-94 на шасси ЗИЛ-130. Эта модель поступила в продажу буквально в прошлом месяце и вызвала довольно большой ажиотаж, несмотря на относительно внушительный тираж в 360 экземпляров, и для дорогих моделей это очень много. И даже у данного бренда выходили модели и меньшим тиражом. И можно сказать, это отдельная серия, посвященная автомобилям Олимпиады 80-х, и данный фургон второй по счету. Первая масштабная копия, вышедшая чуть ранее, копировала классический грузовой бортовой автомобиль ЗИЛ-130 80-го года. И первая модель тоже есть в моей коллекции, я ее покажу в отдельном видеоролике, и также впоследствии мы можем посмотреть, как данная серия уживается с другими масштабными копиями на полке. И насколько мне известно, эту серию производитель продолжит, и по возможности я постараюсь приобрести и другие модели в свою коллекцию, и соответственно на них сделаю видеообзоры. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить видеоролики о следующих новинках. И если посмотреть на 130-е ЗИЛы в 43-м масштабе, то Deep не единственный, кто предлагает их на рынке. До этого, можно сказать, поляну затоптала Кострома с моделями различного уровня в коробочках Автоистория, Start Scale Models, также в наборах для самостоятельной сборки AVD Models и во всевозможных журнальных сериях. И на момент выхода костромских моделей они были вполне хорошими и удачными, и у Костромы также был огромный ассортимент. Это и всевозможные классические грузовики, самосвалы, автокраны, цистерны, сидельные тягачи и так далее. Но что мне не понравилось у костромского бренда, это то, что они впоследствии стали перевыпускать все эти модели в журнальных сериях. Это снизило коллекционную ценность более дорогих изделий. И, конечно, я свое внимание переключил на продукцию Deep Models, потому что я очень надеюсь, что они не пойдут по пути костромских брендов. У Deep первые 130-е ЗИЛы поступили в продажу в декабре 2017 года. И тогда было представлено 4 классических грузовика в разной схеме окраски. Друг от друга машины отличались различными мелкими деталями. Они копировали прототипы разных годов. И несмотря на то, что на тот момент это по большому счету был самый лучший промышленный грузовик ЗИЛ-130 в 43-м масштабе, у него тоже были мелкие недочеты, которые впоследствии производитель пытался исправить. И к самым ранним моделям я могу отнести не очень удачную решетку радиатора с мелкими отверстиями, которую впоследствии модернизировали. Также была проблема с передним мостом, и у некоторых моделей была проблема со сборкой кабины, потому что это довольно сложная составная деталь, и аккуратно собрать ее не всегда представляется возможным. Но глядя на свои последние новинки, я могу отметить, что все же идет улучшение качества продукции, более жесткий контроль, и все меньше попадаются модели с различными дефектами. И это не может не радовать, потому что модели довольно дорогие, и все же хочется в коллекцию получить беспроблемный вариант и не искать ему замену. И я вам для сравнения приготовил также пару старых грузовичков от Deep, и мы посмотрим, как модели нового поколения отличаются от ранних собратьев. И мне у этой модели очень понравилась упаковка. Стильная коробочка темно-красного цвета с логотипами Олимпиада 80-х, и сейчас подобные тематики очень популярны. И мне сразу вспомнились старые модели Тантал, Рафики, ГАЗ-24 Волга, и на тот момент, когда эти модели поступили в продажу, они не пользовались большим спросом, и многие даже пытались удалять тампо-печать, но буквально прошло 10-15 лет, и на эти машины началась настоящая охота, их вылавливают на различных торговых площадках, платят относительно большие суммы, и не так давно я видел, как олимпийский Рафик продали за 20 тысяч евро. Но вот встречаются такие люди, которые готовы платить только за логотип Олимпиады. И на нижней стороне упаковки можно прочитать информацию, которая касается данного производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Также есть наклеечка, говорящая о том, что это отдельная серия Москва 80-х, выпуск номер 2. И мне по дизайну
Ивану данная упаковка нравится больше, чем классические зеленые коробочки от Дипа. И также, на мой взгляд, эта упаковка более функциональна. Например, во-первых, она сразу бросается в глаза, и когда я перебираю свои модели, то мне удобнее просто убрать колпак и посмотреть, что находится внутри, потому что зачастую модели путаются. И покажу вам классическую коробочку, которая особо не имеет опознавательных знаков, и, например, постоянно изымать из нее модель тоже не очень удобно. Хотя у нее тоже есть свои преимущества. Это страховочный воздушный мешок, который предотвращает повреждение модели при пересылке. И как раз мы можем сравнить фургон У-94 с автомобилем «Связь», который я тоже вам демонстрировал в предыдущих видеороликах. И мы посмотрим, какие улучшения на современной масштабной копии. И также могу вам показать коробочку такого типа, только в другом оформлении. И как раз здесь вы видите, что упаковка полностью в черном цвете. И это грузовик «Автоэкспорт». Я его тоже покажу в одном из своих видеороликов. Ну, давайте вернемся к самому фургону. И с масштабной копией поставляется также картоночка с уникальным порядковым номером. На ней есть фотография настоящего прототипа, с которого копировалась масштабная модель. И пытался найти информацию по этим фургонам, но ее практически нет. Есть пару фото, на которых грузовик не очень хорошо виден, а олимпийская модель была только на этой фотографии, поэтому сложно судить, насколько точно данный производитель передал образ настоящего прототипа. Но во всяком случае мне ничего не режет взгляд. И еще раз повторюсь, тираж этих автомобилей 360 экземпляров, моя модель под номером 187. И также здесь присутствует небольшой страховочный лист, но он не сильно защищает модель, если будут повреждения, хотя упаковка из более плотного картона. И на серии Олимпиада 80-х идет прозрачный подиум. И неоднократно говорил, мне нравятся такие подставки. Я считаю, что Дип должен делать такую упаковку на всех моделях, не разграничивая их на серии. Очень симпатичный цвет кабины, и еще могу добавить, что Дип всегда довольно скрупулезно подходит к выбору цветов техники, пытаются подобрать наиболее достоверный цвет кабины грузовика, и когда я гляжу на эту масштабную копию, то как раз узнается тот самый темно-синий цвет настоящего автомобиля. И еще одно дополнение, которого не было на ранних Zillox 130 от Deep Models, это небольшие прозрачные фиксаторы, которые предотвращают поломку передних колес, потому что были случаи, когда колесико соскальзывало с крепежного элемента и при транспортировке могло повредить дорогостоящую масштабную копию. Также на подиуме наклеена табличка из фототравления с уникальным порядковым номером. Указан прототип, фургон У-94, который копирует прототип 80-го года. И можно посмотреть, как сделан интерьер кабины. Сиденья окрашены коричневой краской. Также отлично проработана панель приборов. Виднеется рычаг переключения коробки передач, рулевое колесо. Также на дверных картах окрашены ручки, но по сравнению с 53-м семейством горьковских автомобилей я вижу некоторые упрощения. На тех моделях дверные карты были с ручками в виде отдельных элементов, а здесь уже сделали все единым целым. Но опять же, издалека это не сильно бросается в глаза. Также очень понравились логотипы предприятия. На дверках написано Мосовощтранс, автокомбинат номер 14, и также есть небольшая наклеечка, на которой написано, что эта машина прошла без капремонта 350 тысяч километров. Или, возможно, здесь написано, что эта машина способна пройти
пройти такое большое расстояние. Также есть знак качества, порядковый номер, который сложно рассмотреть из-за стоек зеркал. И зеркала на этой модели тоже сделаны очень симпатично, тоненькие ножки, корпус из пластика и наклеена фольга, имитирующая зеркальце. И сам фургон тоже вполне нормальный, он сделан из полимера, довольно тяжелый, это добавляет модели дополнительный вес и вполне хорошие картинки. Это декаль, но опять же она не режет глаз, и возможно ее стоило покрыть лаком, но подобная технология тоже довольно сложная, и не каждый может аккуратно покрывать декали, чтобы не было вздутий и по большому счету не пришлось перекрашивать саму надстройку. Также сзади добавили катафоты из фототравления, значки ограничения скорости, подножка из фототравления, рабочее сцепное устройство. Можно сделать какой-то прицеп-фургон, подходящий этому грузовику. Присутствует регистрационный номерной знак. И я считаю, что на моделях из дорогого ценового сегмента обязательно должны присутствовать регистрационные номерные знаки, потому что они добавляют модели более реалистичный вид и делают ее индивидуальной. Также мне понравилось газобаллонное оборудование. Правда, присутствует один момент, который сразу бросается в глаза, это нанесенная декаль. И виднеется глянцевая подложка, и на предыдущих грузовиках такого момента я не наблюдал. Я покажу вам тоже хлебовозку на базе ГАЗ-52, и опять же, возможно, немножко поменяли технологию нанесения. И из-за того, что у этого автомобиля прозрачная подставка, можно посмотреть, как сделана нижняя часть, не откручивая модель от подиума. Хорошо детализирован передний мост, окрашена выхлопная система, нижняя часть двигателя. Также прекрасно проработана задняя балка, рессоры, карданный вал. И у этого грузовичка под кабиной добавили брызговики. И на предыдущих грузовиках этих элементов не было. Но опять же, здесь модель старались сделать по образу настоящего прототипа с фотографии. И покажу вам хлебовозку. Как раз мы можем наглядно посмотреть, как у нее сделано газобаллонное оборудование. И здесь, на мой взгляд, надпись более симпатичная. Надстройка тоже сделана из полимера. Есть ярые противники подобной технологии изготовления. Я ничего против эпоксидной смолы не имею. И зачастую детализация из полимера намного лучше, чем из металла. Хотя современные технологии позволяют делать и очень высокотехнологичные металлические изделия. И, кстати, два фургона отлично будут смотреться, стоя рядышком на полке. И давайте покажу вам бортовой грузовой автомобиль ЗИЛ в варианте «Связь». И как раз когда я делал обзоры на эти грузовички, то говорил, у них была проблема с залитыми клеем подножками. И на этом грузовике данный момент уже реализован намного лучше, и проблему удалось как-то решить. Так что, еще раз повторюсь, все же производитель борется за контроль качества, и это меня не может не радовать. Вот такой тоже хороший грузовик, который будет хорошо смотреться рядышком с новым фургоном. И вы в комментариях можете написать, а что вы думаете о данной масштабной копии? Стоит ли она заявленных денег? Приобрели ли вы похожий грузовик в свою коллекцию? Что у него с качеством покраски и сборки? Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.